Salutare, prieteni! Numele meu este Nina și astăzi împreună cu echipa A Bite of Moldova am ajuns în satul Cișmichioi din Găgăuzia. Eu abia aștept să văd cu ce ne vor servi localnicii de aici. Haideți să mergem! Bună ziua! Bună ziua! Nina mă numesc! Bună ziua! Hoş geldiniz. Asta să înțeleg că este... Bine ați venit! Да, добро пожаловать на гагаузском языке. И чаще всего люди отвечают «Хош булдук». Hoş bulduk! Mulțumesc foarte mult! Очень правильно. Mulțumesc foarte mult! Bine v-am găsit și vreau să ne povestiți câteva informații anume despre satul Cișmichioi. Ce îl face deosebit? De ce ați ales să trăiți aici, să rămâneți aici? Село Чешмикёй, оно основано еще нагайскими татарами очень давно. И в переводе с тюркского, с гагаузского Чешмикёй означает Чешмя-Кюю, родниковое село. То есть когда-то здесь очень много родников, и когда первые поселенцы поселились здесь, они нашли родник, и возле этого родника они построили селение, поэтому он называется Чешмикёй. Я сам уроженец этого села, поэтому, соответственно, и живу здесь. Deci am înțeles că noi astăzi o să gătim ceva specific de aici, din regiunea asta. Ce o să gătim noi astăzi? То, что приготовит моя жена, насколько я знаю, она запланировала приготовить долма-бибер. Это на гагаузском долма-бибер, это фаршированный перец, кабак-лепидя, это плацента из тыквы. Și dumneavoastră sunteți stăpânul acestei gospodării. Ne este foarte interesant să aflăm câteva detalii despre casă și cineva mi-a șoptit că primiți și turiști aici. Unde îi primiți? Мы почти 3 года назад приобрели этот дом, и когда приобрели этот дом, как обычно у всех гагаузов, есть такая большая часть Каса Мари и есть старая часть, кухня, где обычно жили старики. И мы когда изучили то, что осталось дома, в этой старой части, она осталась практически неизмененная с тех старых времен. Там были старые ковры, которые эти жители сами ткали, там были половички домотканные, были старые фотографии, были кровати железные, и мы эту часть не использовали. Но со временем мы подумали, почему бы это не использовать все вот эти ценности, которые сохранились, не использовать для того, чтобы продвигать национальную культуру и каким-то образом и немножко подзаработать. И мы тогда подумали организовать гостевой дом. Мы разложили все, что было в этом доме, ковры повесили, половички, достали с потолков фотографии старые, все это повесили, организовали и поставили в интернете объявление, что мы принимаем гостей, принимаем туристов. И таким образом начался наш первый опыт гостевого дома. Am observat acolo o plăcuță informativă cu denumirea Cișmeaua Sudului. Aceasta este denumirea agropensiunii sau cum e? Нет, Чешмява Судулу – это МИГ, местная инициативная группа, которая действует на территории этого села и других сел. И в рамках этого МИГа мы получили финансирование на то, чтобы сделать очистные сооружения, санузел и как-то благоустроить, создать лучшие условия для туристов. Поэтому там написано Чешмява Судулу. А сам дом называется Харман. Вот когда пшеницу, ее нарезали серпом, не было комбайнов, нарезали серпом и пшеницу приносили на вот этот харман, на место. Потом есть камень, харман-таши, такой зубчатый камень. Лошадь с этим камнем проходилась по этой пшенице, и зерна выпадали на землю. Оставалась солома. Потом вот к лошади запрягали вот эту дювен, называется на гагаузском. Ставили камни сверху, чтобы было тяжелее. Первый круг ставили детей, чтобы дети покатались. И когда она проходила сверху по той соломе, вот эти чакмак-таши называется на гагаузском. Это камни, которые кремний выбивают. Да, она уже очень старая. И когда вот эти камни проходили сверху соломы, они нарезали солому. И после того, как уже солома была нарезанная, они вилами убирали солому, оставалась только пшеница. Ее подметали, веяли и таким образом убирали пшеницу. Am atins din greșeală această piatră, să înțeleg că are vreo legătură cu asta sau nu? Нет, взаимосвязи с этим нету. Это другой экспонат. Это на самом деле остатки костей динозавра или мамонта. У нас в селе есть известные овраги. Это такое место, где были найдены скелеты динозавра, мастодонта, мамонта, дикой лошади, дикой обезьяны.
Și acum am intrat în casă la călduț și după cum ne-a promis gospodarul, astăzi vom mânca ceva foarte, foarte, foarte gustos. Cine preia stafeta în bucătărie? Эстафету передаем моей жене, ее зовут Инна, она будет готовить. Nina! Очень приятно, Инна. Очень рада вас видеть у Și нас. astăzi vom găti ce vom găti noi astăzi? Дома. Dolma! Dolma! Sună foarte tentat! La treabă! Așa, dolma, deci văd aici ardei, văd aici un mix de orez cu carne, presupun ce ingrediente conține acesta? Да, здесь у нас готовый фарш уже для заполнения перца. Это лук, морковь, фарш и рис. Он уже практически готов. Сейчас мы заполним перец и потом в духовочку его он прожарится и можно будет его кушать. Să trecem la treabă! Да, давайте приступим. Это одно из любимых и популярных блюд у гагаузов, поэтому летом, когда есть много перца, его маринуют, закатывают, чтобы потом зимой была возможность обязательно на праздничный стол поставить как перчик, так и голубцы. Am înțeles. În afară de dolma, care sunt felurile de mâncare pe care le găsești doar aici? Nu le găsești în centrul Moldovei sau la nord? Так как наши народы уже очень долго живут друг рядом с другом, и кухня тоже переплелась. Но считается традиционным мясом гагаузов больше баранина. Готовят из нее каурму. Каурма. Горячая каурма есть и есть холодная каурма. Горячая каурма используется, то есть варятся они одинаково, приготавливаются. Горячую каурму уже употребляют в горячем виде. Холодную каурму вначале все мясо с косточек снимается, измельчается, потом в специальный рукав это все определяется и в холодильник. И она замерзает, остужается, становится как колбаской. Vreau foarte mult să aflu cât de mare este familia Ianul. Aveți copii? Да, у нас есть трое детей. Старшему сыну скоро будет 10, девочке 8 и младшему сыну 6. Deci doi flăcăi și o fetiță. Da. Este foarte interesant cum îi cheamă pe ei. Мы решили ставить гагаузские имена нашим детям, потому что мы все-таки живем в этом регионе и хотим популяризировать это и среди других гагаузов. Старшего сына зовут Денис, буква «З» на конце. Имя переводится как «море». Девочка у нас Севда Анна. Севда – это любовь. Анна переводится «благодать», уже не с гагаузского, а с греческого. И младший сын Демир. Демир – это железо. Demir. Da. Deci, după cum bine am înțeles, gospodina casei nu s-a limitat doar la dolma, dar ne-a mai gătit acolo câteva delicii. Ce avem noi acolo, un cuptor care miroase foarte, foarte bine. Așa, să vedem. Здесь у нас картошечка. Картошка, приготовленная со свининой. Хоть и считается, что гагаузы больше употребляют баранину, но к рождественским праздникам все-таки каждая семья старалась вырастить одного поросенка, чтобы приготовить и это мясо. Așa, am înțeles, cartofii sunt aici gata, cred că este timpul ardeilor să fie răsfățați în cuptor. Да, я их полила маслом, и сейчас поставим их. Am înțeles. Minut la Și 40 de minute. Cred că în 40 de minute reușim să mergem cu gospodarul casei să colindăm satul. Vreau să vă arăt această frumoasă, minunată priveliște pe care foarte frumos se reflectă apusul. Deci vă rog să-mi spuneți cum se numește, de când datează, ce e asta? Это овраг. Așa. Сколько ему лет, не знаю, могут сказать, наверное, только ученые, да, очень много. Но это на данный момент является памятником, археологическим памятником природы. Здесь есть обнажение красной глины, есть обнажение различных периодов.
И в 1986 году здесь были найдены скелеты динозавра, мастодонта, бивни Pe care am мамонта, pus eu mâna. кости обезьяны, дикой лошади. И даже был проведен слет ученых. В 1986 году сюда приезжали ученые, исследователи. Здесь был консилиум ученых, они изучали, рассматривали. Есть даже труды, описанные по итогам исследования в этом овраге. Am înțeles. Sunt sigură că au mai rămas aici niște oase de dinozauri, dar nu cred că este o idee bună să căutăm. Deci acum mergem în muzeul din incinta Casei de Cultură. Așa, impresionant. De cum am intrat, este foarte impresionant. Это все вышивки наших жителей. Înțeles. Музей собирал у жителей. Вот такая богатая коллекция. Foarte multe, foarte diverse, colorate, diversificate. Așa, mergem mai departe. На каждой из них даже написано, кто сделал. Deci foarte impresionant, începând de la covoare, de la Lenin, de la acest tablou, presupun că este fondatorul muzeului. Да, asta e Василий Алексеевич Деркач, fondatorul muzeului ăsta. Văd acolo peste geam rochii de mireasă, Da. care mă tentează foarte, foarte mult să le văd. Asta e o Dacă am colecție televiziunea. mare, da, intrați. Wow, și aici o grămadă de covoare și rochii și diferite exponate făcute manual. Doamne, câte culoare, câtă artă și tradiție, cultură aici. Deci ne oprim, de fapt ne pornim de la rochile de mireasă, așa. Это более современные платья. Если говорить о более старых, вот это вот старые свадебные платья. До определенного периода гагаузы не носили белого цвета платья. Платья свадебные были вот разного цвета. Синий, зеленый, желтый, бежевый, всякие-всякие. Потом в какой-то период появилась мода на белые такие платья. Doar albe, am înțeles. Да, есть здесь платья, которым 90 лет. Если я не ошибаюсь, это вот, по-моему, вот это. Фестиваль национального костюма в Луканештах. Башкан Гагаузии по мотиву вот этого платья сделала себе современное. Ce textil! Foarte, foarte frumos, deci nu putem să o găsim oriunde această rochie, de fapt acest costum. Вот это микик, он пропускает нитку, но для того, чтобы пропустить, надо сначала... Ar trebui să... Да, вот эту педаль Аша. надо нажать, правую только. Așa. Да, и здесь должно, вот это должно подняться, и потом снизу через нее можно пропускать ниточку. Перекидывается туда. Și fiecare fir... А потом надо, после этого надо вот это вот так вот делать. Am înțeles. Ca să le Да, grămădim pe да, toate чтобы împreună. забить. И вот так гагаузские девушки ткали себе приданное. Este, pe bune, este foarte dificil, mai ales în mâinile unei persoane. Așa, să înțeleg? Да, и Gata, потом надо așa, вот s-o это. las jos, o las aici, așa am înțeles. И Și да, acum, надо забить. cu forță, așa, cred că... Да, и потом обратно, и так вот. Și înapoi și fiecare fir, vă dați seama cât de dificil este să faci un covor. Iată, l-am găsit. Este un struț singuratic, tare frumos, care sper că este încântat de prezența noastră aici.
mult să ne spuneți niște detalii despre această creatură minunată. De ce a rămas doar singur? Ați avut o fermă mai largă cu mai mulți struți? Care a fost ситуация? Нет, их было... Изначально мы приобрели 5 маленьких цыплят, месячных цыплят. До взрослого возраста выросло 3. Но когда до репродуктивного возраста 3 года, до 3 лет дожили 2. И 2 самки, к сожалению. Самец был чуть раньше, он заболел, нам пришлось его забить. Ну и самка, их было 2, потом одна повредила ногу, мы ее тоже забили. Осталась всего лишь одна самка, сейчас нужно найти самца, либо маленьких завести, чтобы уже вырастить семью. Am înțeles. Deci a rămas doar una din întreaga dinastie și trebuie neapărat de găsit pereche pentru a mări toată familia de struți. Deci spre final am decis să-i preiau eu comanda. Așa, repede la masă, uitați-vă cât de bine arată acești ardei! Vă rog frumos să ne spuneți cum se spune poftă bună în limba căgăuză. Bereketli Și mulțumesc! Saul. Saul, deci poftă bună nouă și vouă! La mâncare!